Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами будем вязать рождественский венок. Для работы нам понадобится, я буду вязать из джута и полипропиленового шнурочка. То есть он у меня будет такой полосатый. Крючком буду вязать номер 4. И своего рода всякие украшения. Ну, то есть тут уже кто на что гораст. И веточки, вот такие вот сразу заготовочки. То есть здесь уже на что у вас работает фантазия. Так, смотрите, основу для своего веночка я сделала самостоятельно. Слепила из того, что было. Вот у меня получился вот такой вот круг. Здесь уже тоже кто на что гораст. Кто-то покупает основу, кто-то делает ее самостоятельно. Здесь это не важно. Связала вот такой вот образец. То есть полотно мы будем вязать одну сторону, прибавлять петельки в конце, а здесь будем делать убавочки. То есть для того, чтобы само полотно, когда оно вот так вот сворачивается на веночке, да, вот эти полосочки, они вот так вот шли наискосок. Связала образец для того, чтобы, ну, примерить, сколько мне необходимо набирать петелек. То есть здесь я вот таким вот образом прикладываю, так как полотно у меня идет вот так вот наискосочек, да, и смотрю, вот смотрите, ну, вполне достаточно, да, то есть потом для соединения двух этих деталей. Это именно для моей основы. Как будет для вашей, то есть я вам тоже предлагаю сначала связать образец. Узор получается такой вот замечательный, да, смотрите, вот это лицевая сторона, вот это изнанка, то есть здесь можно веночек делать либо на одну, либо на другую сторону. Вот оно потом вот так вот ляжет на наш веночек, вот это изнанка, да, вот это лицо. Итак, приступаем к вязанию. Итак, для своей основы, да, я набираю 23 воздушные петельки плюс петля подъема. Начинаю вязание из джута. Так, раз. Так, 23 воздушные петли плюс петля подъема. Да. Первый ряд мы с вами вяжем просто столбики без накида. Вяжем самостоятельно до конца ряда. 23 столбика без накида. Так, провязали первый ряд, просто столбики без накида, 23 столбика без накида. Теперь вводим нить другого цвета, делаем петельку. Так, хвостик и джут будем пускать тоже по полотну, то есть мы их будем ввязывать. Так, делаем воздушную петлю. И как я и показывала образец, то есть с одной стороны мы будем делать прибавки, чтобы полотно, ну, как бы, чтобы полотно вот таким образом формировалось. То есть с одной стороны будет оно увеличиваться, с другой стороны уменьшаться. Но количество петелек будет оставаться по итогу все равно одинаковым, то есть 23 петли. Сейчас покажу, как это делаем. Начнем, допустим, с прибавки. Да, то есть начинаем вот здесь увеличивать наше полотно и сразу покажу, как вяжется узор. Так, здесь первую петельку провязываем столбик без накида. Далее у нас вяжется узор. Узор вяжется, это мы сначала ныряем в ту петельку, которая уже провязана, потом в следующую. 3 петли на крючке и 3 вместе их провязываем. Так, предыдущую, следующую, 3 петельки, мы их провязали. Джут у нас ввязывается, то есть вы видите, что джут идет по полотну.
Так, в ту, которая провязана, следующую 3 вместе провязали. Хвостик от шнурочка тоже сюда ввязываю. Так, сейчас идем к концу ряда, я вам покажу. То есть, если мы тут делали прибавочку, можно сказать, то есть изначально петельку просто без накида провязали, то в конце ее делать не надо. Сейчас покажу. Покажу, как менять шнурочек с ниточкой. Вот за счет такой вязки получается довольно-таки интересный узор. Видите, как он с изнаночной стороны. Так, вот так остается у нас последняя петелька. Смотрите, как эта сторона, которую мы уменьшаем, то есть вначале мы сделали прибавку, да, и в эту сторону, которую уменьшаем, будем вот так вот провязывать, где убавочка. Сюда последнюю эту петельку, 3 петли на крючке, меняем ниточку, и вот эти 3 петельки мы закрываем уже другой ниточкой, делаем воздушную петлю. Разворачиваем вязание, теперь вяжем джутом, и соответственно эта сторона мы здесь делаем убавки, то есть сейчас вот с той стороны, где убавки, мы сразу начинаем провязывать узор. Первую во вторую петельку провязали вместе. Если бы у нас здесь была прибавка, как мы там делали в начале, то мы еще сюда провязали бы просто вот в первую петлю столбик без накида. Еще один. Так, теперь вяжем джутом. То же самое. Шнур пускаем по периметру. Вот эта сторона, да, мы ее убавляли. Я показала, как она вяжется. Вяжем до конца ряда. Сейчас покажу, как будем делать прибавку в конце, так как та сторона у нас идет на увеличение. В принципе, оно не тяжело. Себя проверить, вы считаете вот эти косички. То есть, итого все равно косичек должно быть после провязывания каждого ряда 23. То есть, количество петель у нас остается неизменным. Мы просто одну сторону уменьшаем, вторую увеличиваем. Соответственно, у нас будет такой полосатый узорчик. Вяжем до конца этот ряд. В конце покажу, как здесь сделать прибавочку. Итак, довязываем до конца, то есть вот этот уголок, он у нас как бы идет с прибавками. Так, смотрите, как вяжем тот угол, который с прибавками. Остается последняя петелька. Сначала мы ее провязываем вот так, как обычно. И сюда еще один столбик без накида. То есть все довольно-таки просто. Сейчас покажу. Так, завершаем. Вот так ниточка переплетается. Здесь закрываем шнуром. Воздушная петля. То есть, так как эта сторона увеличивается, мы не только в конце делаем прибавку, мы и в начале делаем прибавочку. То есть, просто здесь провязываем дополнительный
столбик без накида, как и в конце. Вот и вся разница. Так, опять же сюда ныряем, следующую петельку провязали. Джут пускаем по периметру. То есть с той стороны, где мы делаем убавочку, то есть мы вот этот столбик не провязываем, а просто сразу начинаем вязать узор. А с этой стороны мы в конце провязываем столбик без накида и в начале столбик без накида. Обязательно потом просчитывайте, ну, не обязательно, если вы уже приноровились вязать, то можно не считать. Вот эти петельки, их должно быть 23, ну, по крайней мере, для моего размера. Так, ну, вяжем еще до конца ряда. Еще раз покажу, как сделать с этой стороны, где у нас убавочки. Так, идем, приближаемся к той стороне, которую мы уменьшаем. То есть не прибавочки, а убавочки. Так, довязываем до конца ряд. Так, остается одна косичка, да, и провязываем просто узор. Все, никакого столбика без накида, как мы делали в прошлый раз, мы не делаем. Ниточку переплетаем и уже джутом закрываем эти 3 петли. Делаем воздушную петельку. Все, шнур пускаем далее по периметру. И здесь, смотрите, если бы это была прибавка, мы бы сюда провязали столбик без накида, а так мы сразу начинаем формировать узор. Все, то есть как бы уменьшаем вот эту сторону, таким образом увеличиваем вот эту сторону. Все, таким образом далее вяжите самостоятельно. Так, связала я полотно необходимого мне размера. Смотрите, как оно получается. То есть здесь в одну сторону угол, здесь в другую сторону угол, да. У меня, я для себя буду лицевой брать вот эту сторону, то есть она мне больше нравится. Здесь больше джута, здесь вот такие узелочки из джута. То есть и одна, и вторая сторона, они получились довольно такие красивыми и интересными. Тут уже на любителя. Да, я примерила на свое это кольцо, на свою эту основу, то есть немножко вот так вот подтянула, чтобы оно будет вот в таком в натянутом виде. Вот так вот сходятся детали. И сейчас я вот так вот буду соединять это полотно. А потом вот так вот соединив иголочкой, сшивать с лицевой стороны. Можно, конечно, и крючком. Так, смотрите. Саму деталь соединять буду по изнаночной стороне. Вот эту сторону беру изнанкой. Хотя они, не знаю, наверное, на самом деле вот эта изнанка. Ну, красивая одна и другая, но мне вот это нравится больше. Так. Можно любым цветом, заканчивала я. Так, заканчивать надо полотно цветом. Если вы начинали с джута, то заканчиваю я шнурочком. Ну, понятно, чтобы цвет и далее чередовался. Так, соединяем 2 детали. У меня этот шовчик будет на изнанке, то есть вот эта сторона у меня изнаночная, вот эта лицевая, тут уже по желанию. И просто соединю столбиками без накида. Никакой петельки подъема не делаем. Все, и провязываем столбиками опять в косичку. Здесь, ну, здесь не косичка, здесь мы начинали с воздушных петелек. Ну, то есть вот так вот в каждую петельку. Соединяем до конца. Далее скажу, что делать. Вот, смотрите, видно, где соединены детали. Да, шнурочек обрезаю. Свой шнурочек я спрячу, подпаяю хвостики, так как это полипропиленовый шнур. Так, и далее выворачиваем все на лицевую сторону. Берем нашу основу. Так, и вот так одеваем на нашу основу. Хорошо все оделось. Вот, я просто отрежу хвостик. Ну,
нужную мне длину джута, да, и буду просто иголочкой сшивать вот так вот детали, да, просто вот так. Можно, конечно, соединять также крючком, но здесь я хочу пройтись иголочкой. То есть делаем такую основу, покажу, что получается у меня. Вот мой веночек готов. Смотрите, несмотря на то, что сама основа была у меня, конечно, не идеально ровная, но вот все обвязав, смотрите, какой получается. Мне нравится. Так, сейчас осталось только украсить. Теперь украшаем, понятно, тем, кто на что гораст, что у кого в приоритете, что кому нравится. То есть, когда украшу свой веночек, конечно же, покажу результат. Вот такой красавец. Так что сейчас пойду украшать свой дом. А если вам понравилось мое видео, мастер-класс по вязанию вот такого красивого рождественского веночка, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!